Последовательное соединение конденсаторов. То есть вот таким вот образом соединяется. Полярные конденсаторы минус к плюсу. Неполярные конденсаторы в любом порядке можно. Это нужно для увеличения рабочего напряжения. 1000 вольт. Этот 630 вольт. То есть рассчитан конденсатор. В сумме получается, то есть напряжение суммируется. Получается 1630 вольт. Могу напряжение источника питания дать до этой суммы. И конденсаторы будут работать. Это нужно для увеличения рабочего напряжения источника питания. То есть уже не прогорит. Но микрофарады уменьшаются. Или в случае, когда вам нужно уменьшить микрофарады. То есть вот есть конденсаторы, а подобрать не можете. Можно сделать вот такое соединение, последовательное. То есть микрофарады уменьшатся. И давайте померим. Этот конденсатор 50 микрофарад, а этот конденсатор 10 микрофарад. При параллельном соединении было бы 60 микрофарад, но у нас последовательное. Мультиметр на режим измерения микрофарад. Мерим. В сумме получилось 8,3 микрофарада. Делаем вывод. В последовательном соединении микрофарады уменьшают. Напряжение суммируется. То есть вот в нашем случае 1000 плюс 630. 1630 вольт. А это вот для двух конденсаторов формула. То есть C1, то есть емкость одного конденсатора умножается на емкость другого. 50 умножаем на 10. Делить C1 плюс C2. То есть 50 плюс 10. И в сумме получается 8,3 микрофарада. А как же ведет себя напряжение, когда мы подадим источник питания на них? Давайте рассмотрим. Подадим на конденсаторы 12 вольт. Мультиметр. Значит, на измерение тока, постоянного тока 12 вольт. Смотрим показания. Значит, вот он источник наш. 12 вольт. Сейчас будем мерить на каждом конденсаторе. На конденсаторе с большей емкостью, на 50 микрофарадах мерим. 2,2 вольта. А с меньшей емкостью 10 микрофарад. 10 вольт. То есть в сумме напряжение 12 вольт. Вот так оно распределяется. Сюда даже в несколько раз перескочило напряжение. Делаем вывод, что на конденсаторе с меньшими микрофарадами напряжение будет больше. Последовательное соединение 3 и более конденсаторов. Напряжение суммируется. То есть 1000 вольт, 1000 вольт, 500 вольт. В сумме 2500 вольт. То есть диапазон расширяется, напряжение. То есть напряжение источника питания можно дать больше, чем заявлено в каждом конденсаторе. Это для увеличения рабочего напряжения. Но микрофарады уменьшаются. Вот этот 100 микрофарад, 50 микрофарад и 20 микрофарад. Грешность 10%, плюс-минус 10%, плюс-минус 5%. Измерим мультиметром. Режим микрофарадов поставил измерение. То есть каждый контакт 1 к 1. Если у вас полярные конденсаторы, то минус к плюсу и так далее. У меня не полярные, могу в любом порядке соединить. Мерим. Посмотрим микрофарады, сколько покажет. Микрофарады должны уменьшиться. 12 микрофарад. 12,30. Пожалуйста. Но если дать напряжение источника питания, то, допустим, 12 вольт. Самое большое напряжение будет на меньшей емкости, где меньшая емкость. То есть на этом конденсаторе будет больше напряжения. Подключить еще 4-й конденсатор, то микрофарад еще уменьшится. Что мы сейчас и сделаем. Подключаем 10 микрофарад. Было 12,3 микрофарада от 3 конденсаторов. От 4 конденсаторов напряжение увеличивается. То есть было 2,5, 630. То
То есть 2,5 до 630 получается 330. То есть источник питания уже можно больше подключить. Меряем микрофарады. 5,5 микрофарад становится. А было с 3 конденсаторами 12,5. Подключить еще один конденсатор, микрофарад будет еще меньше. Но напряжение общее увеличится. Вот она формула для расчета 3 конденсаторов, которые соединены, 3 и более конденсаторов, которые соединены последовательно. Вот оно напряжение суммируется, вот она емкость, вот напряжение суммируется, и получается емкость 12,5 микрофарад. Мы померили с учетом погрешности 12,3 у нас получилось. Последовательное соединение 2 одинаковых конденсаторов одинаковой емкости. 50 микрофарад, 50 микрофарад. Значит, при одинаковых конденсаторах уменьшается общая емкость вдвое и делится на приложенное напряжение поровну между ними. Сейчас проверим. Получается 50 микрофарад, один конденсатор, мы делим на 2, должно получиться 25 микрофарад с учетом погрешности. Мерим. — 23 микрофарада. Все правильно. Подадим напряжение 12 вольт. И посмотрим, как оно распределится. Должно распределиться равномерно. Переменное напряжение даем. 12 вольт. Вот источник питания у нас, клеммы. Вот 12 вольт на мультиметре показала. Теперь каждый конденсатор мерим. 6 вольт. 6 вольт. Напряжение распределилось равномерно. Вот она формула. Последовательное соединение 3 одинаковых конденсаторов. Мерим микрофарады. В общей сумме получается 15 микрофарад. Подаем источник питания, значит 12 вольт переменного тока. Ну 13 вольт там, плюс-минус трансформатор. Плюс тоже, ну погрешность тут, наверное, совсем маленькая. 13 вольт. Теперь посмотрим на каждом конденсаторе. Это общее, значит, напряжение. Теперь на каждом конденсаторе смотрим. 4,4 вольта. 4,3. 4,4. То есть делаем вывод. Напряжение делится поровну. Последовательное соединение для 3 одинаковых конденсаторов. Если вы соединяете, допустим, 4 одинаковых, 5 одинаковых конденсаторов, 6, 7, 8, 9, 10, сколько конденсаторов, такая цифра вот здесь и будет.